Всем привет! Привезли лодочный мотор Yamaha 80 для укорачивания ноги. Владелец приобрел его за 330 тысяч, мотор 2011 года выпуска. Об этом нам говорит буква C на шильдике. Кстати, сейчас уже перестали указывать год на шильдиках, и этих букв уже нет. Год выпуска также может быть нанесен и на свечные провода. Для того, чтобы укоротить ногу, нужно убрать вставку, которая ее удлиняет. На винте есть небольшие сколы, а гребной вал немного бьет, хотя на видео это абсолютно незаметно. Перед разборкой мы проверяем мотор. Запускаем, проверяем охлаждение, давление масла и убеждаемся, что никаких проблем с мотором нет. Компьютер показывает 1551 моточас, причем из них 948 моточасов мотор работал на холостых оборотах. Компьютерная диагностика не показала нам никаких отклонений и ошибок. Проверили компрессию, во всех цилиндрах она одинаковая по 14 кг. Снимаем редуктор, чтобы убрать удлиняющую вставку. Но помимо этого необходимо укоротить вертикальный вал, трубку подачи охлаждающей воды, укоротить тягу переключения передач и укоротить шпильки крепления редуктора, либо их заменить на болты. Мотор 2011 года, но уже успел во многих местах закиснуть, и для снятия редуктора приходится греть резьбовые соединения. Греем и саму проставку, которая держится на закисших шпильках. Здесь мы видим трубку, по которой охлаждающая забортная вода поднимается в рубашку охлаждения двигателя. И тяга переключения передач, которую нужно укоротить. А это не получится сделать без снятия двигателя. Открутили болты двигателя, отсоединили все необходимое, двигатель снят, и теперь мы можем снять эту тягу переключения передач. Она выходит только вверх, поэтому без снятия двигателя вынуть ее не получится. При помощи двух гаек откручиваем длинные шпильки, мы будем их переделывать под короткие. Трубку мы можем аккуратно обрезать прямо на месте, без необходимости вынимать ее и разбирать всю ногу, что сэкономит и наше время, и стоимость, и не нужно будет менять прокладку Deadwood. А вот прокладка двигателя автоматически попадает под замену в связи с необходимостью снятия двигателя. На удивление, некоторые места настолько закисли, а некоторые детали заржавели так, словно мотору не 10, а 30 лет. Как будто нам в очередной раз привезли соленый мотор из Японии какого-нибудь 90-го года выпуска. Гидроподъем потек, точнее уплотнение штока пропускает. Владелец просил обратить на это внимание и устранить проблему.
Снимаем гидроподъем. Чтобы выбить верхний палец крепления гидравлики, сверлим отверстие, через которое мы будем его выбивать. Пальцы гидроподъема в этом моторе тоже не слабо закисли. Начинаем разбирать редуктор, чтобы укоротить вертикальный вал. И есть несколько вариантов, как в этом случае поступить. Можно отрезать удлиняющую часть вертикального вала и сварить два куска вала в один. Укоротить вал и перерезать шлицы здесь невозможно, так как вал облегченный. Шлицевая часть в диаметре больше, чем та часть, которая идет ниже. То есть вал не имеет одного общего диаметра и сужается. Другой вариант – это приобрести новый или бэушный короткий вал, японский, а может тайваньский, и просто заменить длинный вал на короткий. Масло в редукторе источает неприятный запах отработки, сливается с мелкой стружкой. Либо там что-то сломалось, возможно от удара, так как грибной вал искривлен, а на винте заметны следы удара, либо масло просто очень давно не меняли. Гайка обоймы грибного вала настолько корродирована, что начала даже разрушаться. Выкрутить ее уже нереально, проще аккуратно высверлить, сломать и заказать новую гайку, чтобы не убивать резьбу в корпусе редуктора. Съемником задаем натяг и греем корпус редуктора. Вынимаем обойму грибного вала. Если тянуть за грибной вал, перед этим обязательно нужно снять тягу переключения передач, которую мы уже ранее сняли. Иначе грибной вал из редуктора вынуть не получится, или можно что-нибудь сломать. Укорачиваем трубку охлаждения. Мотор станет короче на 127 мм. Такой длины была вставка, и на эту же длину мы режем трубку, вал, тягу, шпильки и все, что необходимо. Смотрите, как интересно получается. Гидроподъема нет, мы его сняли. Нога ни на чем не держится, но вся подвеска неподвижно висит, как в невесомости. Это потому, что горизонтальный механизм подъема закис во втулках, а сами втулки от коррозии даже раскрошились. Продолжаем греть. Для удобства и чтобы не сжечь ничего лишнего, решили снять поддон, а для его снятия греем его болты крепления. Сначала мы были рады, что нам наконец привезли относительно свежий мотор, но быстро поняли, что рано обрадовались. Все эти работы по подвеске и гидравлике никак не связаны с основной тематикой нашего видео – укорачивание ноги. Просто мы попутно стараемся устранить все проблемы, предварительно согласовав все работы с владельцем.
Сняли гидроподъем, разбираем его для замены колечек и уплотнений. «30 соток биения грибного вала. Постараемся поправить и добиться не более 4 соток. Укорачиваем ось включения хода, из-за которой нам пришлось снимать двигатель. На токарном станке резцом наносим риску. Обрезаем необходимую длину. Эта риска нужна нам, чтобы совместить две части тяги в нужном развороте и сварить. Вертикальный вал тоже укоротили, собираем редуктор. Меняем все необходимые сальники, колечки, ставим новую гайку на обойму грибного вала. После сборки проверяем на герметичность. Давление не более 1 кг. Переключаем передачи и крутим валы. Давление не падает, заливаем масло. В этот редуктор необходимо залить 670 мл. Сделали короткие шпильки для установки редуктора. Собираем подвеску, ставим гидроподъем. Заказали новые втулки на горизонтальную трубу. Из Петрозаводска от Евгения мы получили подарок. Набор для замены масла. Ссылку на его канал Yamaha Петрозаводск мы оставим в описании. В этом наборе 3 литра масла, масляный фильтр и одноразовая воронка для удобной замены масла, для заливки. Это набор от Yamaha 40 до Yamaha 70, но в нашей Yamaha 80 3 литра и, по-моему, 300 миллилитров. Здесь только 3 литра, то есть 3 банок нам не хватит. Это набор не для этого мотора. Но все равно подарки получать очень приятно. Большое ему спасибо. Мы очень рады. Мы выиграли в конкурсе, и он нам его прислал. Если вдруг вас заинтересует данный набор, можете обращаться к нам, к Евгению,
или к дилеру Yamaha. Вот цена на сегодняшний день. В принципе, очень удобно. Вместо того, чтобы покупать все по отдельности, можно купить один набор. Вот есть таблица, что сюда входит. Бренд Ямалюб — это то, что рекомендует Yamaha. Масла, смазки и продукцию именно для моторов Yamaha. Все, моторчик готов. Собрали подвеску. Сейчас промазываем. Тавотницы работают. Втулки новые. Все отлично. Вода в бочке чистая. Контрольный запуск. Вода пошла. Проверяем передачи. Вперед. Задняя. Мы много раз сталкивались с такой ситуацией, когда на подобных моторах после укорачивания ноги вылетает передняя или задняя передача. Это из-за того, что неправильно укорачивают вот эту вертикальную тягу переключения. Если эта тяга будет сварена неправильно, несоосно, то вот этот слайдер, как видите, он находится посередине, ну примерно. Если он будет немного смещен в ту или иную сторону, вперед или назад, то задняя либо передняя передача будет недовключаться или вылетать. Поэтому вот эту тягу нужно сварить именно так, как она была. Либо просто заменить ее на новую, цельную. Давление воды упало. Это значит, что забилось контрольное отверстие. Берем проволоку, прочищаем, либо продуваем. Итоговая сумма по всем выполненным работам и запчастям 37 тысяч рублей. На этом все. Всем пока. И не забудьте опреснить свой лодочный мотор, если эксплуатировали его в морской воде.